и кроме того приобретаем верных союзников. Другой способ найти союзников, особенно во влиятельных кругах, это просить у них совета. Это привлекает людей, так как это льстит их самолюбию, а мы исполнены смирения. Эта стратегия помогает в решении другой двойной связи самопопуляризации. Он состоит в том, что если мы не трубим о своих достижениях, никто их не замечает. А если трубим о них, нас не любят. Но если мы просим совета касательно какого-либо свершения, мы кажемся компетентными и приятными. Это крайне мощный инструмент. Он действует даже когда такое поведение ожидаемо. Меня неоднократно предупреждали, что человеку в невыгодном положении советовали обратиться ко мне за советом. Хочу подчеркнуть здесь 3 вещи. Первое. Я знал, что ко мне придут за советом. Второе. Я проводил исследования стратегических преимуществ обращения за советом. В-третьих, это все равно работало. Я входил в их положение, я больше проникался их нуждами, я чувствовал больше ответственности, потому что они просили совета. Еще одна ситуация, в которой нам комфортно выражать мнение, это когда мы компетентны. Компетентность дает нам авторитет. Когда превосходство на нашей стороне, у нас уже есть авторитет, нам лишь надо его утвердить. А когда превосходства нет, нет и авторитета. Придется постараться, чтобы его добиться. Один из способов произвести впечатление эксперта – это показать свою увлеченность. Я попрошу вас всех в ближайшее время попросить своих друзей: расскажи мне о своем увлечении. Я многих просил об этом в разных странах и затем интересовался, что вы заметили в собеседнике, когда тот описывал свое увлечение. Ответ был всегда один и тот же. Их глаза заблестели и увеличились. Они широко улыбались. Они активно жестикулировали. Мне приходилось все время уклоняться, дабы не задело. Быстрая речь, чуть более высокий голос. Они склонялись ко мне, словно делясь секретом. А затем я спрашивал: а что вы при этом чувствовали? Они отвечали: глаза загорались, я улыбался, я склонялся. В разговоре о своем увлечении у нас появляется смелость, чтобы выражать свое мнение. Кроме того, другие это нам позволяют. Даже если у вас нет видимых преимуществ, это все равно работает. И мужчин, и женщин порицают на работе, если они плачут. Но Лиззи Вольф показала, что если сильные эмоции вызваны увлеченностью, тогда слабость не порицают ни у мужчин, ни у женщин. Хотел бы закончить